Приветствую, друзья, с вами Полянский Алексей, и сегодня на занятии у нас речь пойдет о текстовых функциях, о такой мощной функции, как PSTR. Мы с вами подробно разберем и посмотрим, с какими функциями она лучше всего взаимодействует и как с ней в принципе работать. Итак, первый пример для начала – это функция, которая рассчитывает количество символов, и называется она функция DLCTR. То есть в данной строке, учитывая пробелы, находится 37 символов. Так как длина строк везде разная, у нас, соответственно, получаются разные числовые значения, что нам в дальнейшем поможет вычислить расстояние до определенного знака или же вычесть количество символов из общей длины строки. Второй пример – это использование функции найти. Дело в том, что функция найти у нас понимает регистр букв. Мы можем найти расстояние до определенной буквы, учитывая ее регистр. Например, до расстояния до буквы М у начала у нас 24. Обратите внимание, то, что если буква написана перед, допустим, долгопрудным, тогда она не будет учитываться. Расстояние все равно будет считаться до буквы М. Если же мы за место функции найти используем функцию поиск, которая имеет те же самые аргументы, только не понимает регистр букв, тогда расстояние будет найдено до первой буквы. В свою очередь функция поиск понимает спецсимволы, и если нам необходимо найти расстояние до буквы М, нам необходимо прописать следующий аргумент. М, дефис, звездочка. Таким образом, функция поймет, что мы ищем букву М, после которой есть n-ное количество символов. Как видим, 21. Букву М. Если даже убрать М, мы все равно сможем это найти. То есть, какие здесь отличия? Функция поиск у нас понимает спецсимволы, функция найти у нас понимает регистр букв. Функция длина строки отвечает за подсчет количества символов в ячейке. Следующий, второй пример, это перенести ID из текста в ячейке B7. Тут достаточно все просто, потому что у нас имеется функция PSTR. Первый аргумент – это у нас текст, из которого будет производиться вырезка. Далее нам необходима начальная позиция. Начальная позиция в данном случае, с которой будет стартовать вырезка. То есть в данном случае 5 – это цифра 4 в первой строке. И количество символов у номера 5. Таким образом, мы взяли из текста слева ID без привязки к номеру. Далее, ставшая традиционной лайк-рубрика. Спасибо, что ставите лайки. Поставьте палец вверх, если видео вам полезно. И палец вниз, соответственно, если считаете, что это полный пустяк. Третий пример у нас чуть посложнее. Здесь мы начинаем комбинировать наши функции, которые мы с вами изучили. А мы их изучили PSTR, поиск, найти и длину строки. Первое, нам необходимо перенести номер заказа из ячейки B7. В данном случае номер заказа это у нас вот это окончание. Для этого мы используем функцию PSTR. Текст для поиска B7. Далее мы можем использовать Alt-Enter. Это перенос написания формулы на новую строку. Таким образом нам будет проще определиться с аргументами. Теперь нам через функцию поиск необходимо найти расстояние до буквы М с дефисом. Далее выбираем текст для поиска. И последний аргумент – это у нас количество знаков. То есть после того, как мы нашли расстояние до буквы М с дефисом, нам необходимо взять n-ное количество символов. Так как у нас текст написан в конце, нам достаточно написать просто 99. 99, понятное дело, что здесь нет такой длины. Как мы видим, все получилось. Заключительный пример на сегодня – это расчет более сложный. Нам необходимо перенести название города из текста, который мы видим слева. Как всегда, используем функцию PSTR. Далее выбираем текст. Начальная позиция у нас определяется как расстояние поиск до слова пиццы. Далее выбираем ячейку, в которой будет проходить поиск. И все это нам необходимо прибавить плюс 6, потому что плюс 6 это количество знаков в слове пицца с учетом пробела. То есть мы нашли расстояние до начала города. Теперь нам необходимо определить количество символов. В данном случае можно это сделать таким образом. Мы напишем поиск,
искомое значение, получается, это расстояние до буквы М дефис, где мы ищем в этом тексте. И от него нам необходимо отнять формулу, которую мы написали заранее. В данном случае вот эту. И здесь поставить знак минус, чтобы он не учитывался. Мы получили обработанный город. Все окей. Еще раз давайте остановимся поподробнее на этом решении. Для того, чтобы найти расстояние до города, мы использовали функцию поиск плюс 6 символов. То есть мы от слова пицца добавили 6 символов. Далее мы нашли расстояние до буквы М с дефисом. Из этого расстояния мы отняли 6 символов с учетом пробела и получили чистенький город. С вами был Полянский Алексей. Спасибо, что оставляете обратную связь. Пишите побольше комментариев, очень не хватает. Хорошего вам дня, до свидания.